Еще в 60-х годах прошлого столетия наркопотребители Амстердама начали раздавать на улице города чистые шприцы для того, чтобы обезопасить себя от заражения гепатитом. Именно этот простой шаг и стал впоследствии самым эффективным способом борьбы с эпидемией СПИДа. С тех пор прошло более полувека, но человечество так и не придумало лучшего средства профилактики ВИЧ. Привет и добро пожаловать в Амстердам, в город, который построен ниже уровня моря, страну, где люди делают электричество из воздуха, где легально продают наркотики, где легализована секс-работа. Вы спросите, чего же у нас нет на этот раз? Заместительной терапии, антиретровирусных таблеток. Да совести у нас нет. Мы в Амстердаме. Пойдем. На этот раз мы решили, в стране, где программы снижения вреда поддерживаются государством, нам просто нет смысла тратить время на их поиски в интернете. Мы поступили гораздо проще. Мы подошли к полицейским на улице с вопросом, где наркозависимые могут получить медицинскую помощь. И сразу же первый сотрудник полиции направил нас по адресу метро Вейст-Плейн и сказал, что там расположен центр ХХД. Туда мы сейчас и поедем, и узнаем, как обстоят дела с заместительной терапией и другими сервисами для наркопотребителей. В Амстердаме очень легко попасть в любую точку города. Трамваи и автобусы ходят строго по расписанию и весьма часто, а станции метро стыкуются с электричками, на которых можно доехать и до аэропорта, и даже до соседних городов. И что очень важно, путь из одного конца Амстердама в другой на метро или поезде займет у вас не более 40 минут. За моей спиной центр ХХД, куда мы приехали по совету полицейских. Это центр здоровья для людей, употребляющих наркотики, где получаются все услуги, в том числе заместительная терапия. Для того, чтобы получать здесь какое-либо лечение, нужно иметь страховку. Страховку можно получить в случае наличия прописки в Амстердаме. В экстренном случае, имея на руках выписку от врача, можно получать здесь заместительную терапию, но только из рук медсестры и только на один день. То есть нужно будет приходить сюда ежедневно. В подобных местах запрещена фото- и видеосъемка. Нельзя также пользоваться мобильными телефонами. Однако зайти туда может каждый, предварительно оставив сумки и рюкзаки в шкафчиках, как в супермаркетах, например. Мы провели там какое-то время, и вот что нам удалось узнать о работе подобных центров от клиентов и сотрудников. Весь медицинский сервис для наркопотребителей в Амстердаме предоставляется организацией, называемой ХХД. На русский язык мне это перевести довольно сложно, но если приблизительно, это звучит как «Центр здоровья». Одна из этих организаций, в которых мы побывали, находится в самом центре Амстердама, недалеко от отеля «Амстел». Общее количество клиентов, получающих помощь в этих трех центрах, более 800 человек. Женщин порядка 10%. С виду это ничем не выделяющееся здание, за исключением того, что на входе можно увидеть охрану. Заходя внутрь, стоит кофемашина, где можно попить кофе, выпить супа, получить вот такой вот талончик на прием к врачу и в течение буквально 20 минут получить услугу, которая тебе необходима. В этом центре работает героиновая программа. Всего героин получает около 80 человек. 10 из них употребляют инъекционно, внутривенно или внутривышечно, а остальные курят. Комната для курения героина вмещает 7 человек одновременно. Но одно условие, если ты употребляешь инъекционно, ты делаешь это самостоятельно. Медсестра тебе не будет в этом помогать. Если ты являешься пациентом и получаешь героин, ты можешь приходить в центр 3 раза в день, и максимальная дозировка при внутривенном употреблении 300 мг за один прием, то есть суммарно в день около грамма. Но если ты употребляешь внутримышечно, дозировка может быть немножечко больше. И еще один интересный факт. Туберкулеза здесь практически нет, и даже больницы закрываются. Голландцы сказали, болезни зарождаются на улицах. Если хочешь что-нибудь до кого-нибудь донести, иди туда, разговаривай с людьми, дай им что необходимо, люби и уважай этих людей, не требуя ничего взамен. Автор этих слов Аня Саранка. Последние несколько лет она живет и работает в Нидерландах и знает о здешних программах снижения вреда все. Или почти все. Мне кажется, в наших странах уже достаточно много чего хорошего сделано в плане продвижения сервисов для наркопотребителей. Но, конечно, в Амстердаме этим уже занимаются много-много лет, и вообще в Голландии в целом. И уже
как-то со стороны государства и со стороны муниципальных служб и правительства не возникает никаких вопросов о том, нужно это или не нужно. Ну, то есть понятно, что такие программы нужны, и в Голландии удалось предотвратить эпидемию ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих наркотики. Но здесь, конечно, есть такие очень, мне кажется, приятные вещи, которых до сих пор не хватает в нашем регионе. Например, я работаю волонтером в комнате безопасного употребления наркотиков, которая расположена в приюте для бездомных людей. Вот. И мне кажется, что вот таких вещей в нашем регионе не хватает. То есть пока эти комнаты есть только в 10 странах мира, и в регионе Восточной Европы и Центральной Азии их до сих пор нет. Мне кажется, что если бы подобные комнаты заработали в какой-то стране нашего региона, это уже бы было очень хорошим примером для других стран, для того, чтобы развивать такую же деятельность. Ну и понятно, что эти комнаты, они помогают людям, там, я не знаю, как-то людям, которые продолжают употреблять наркотики, да, не хотят, там, например, остановиться на метадоновые программы, вот, ну или просто предпочитают употреблять наркотики в какой-то менее стрессовой ситуации. Им это позволяет еще больше снизить риски, связанные с употреблением, обезопасить себя там от передозировок, как-то, не знаю, не валяться на улице, да, или в подъезде колоться, а употреблять наркотики в более каких-то цивилизованных условиях и в месте, где можно всегда обратиться за помощью, за там, социальной помощью или за медицинской помощью, где можно, не знаю, постирать, поесть, в общем, чувствовать себя как нормальный человек. Мы сейчас находимся в Голландии, это страна крайнего прагматизма. То есть здесь никакие решения, все решения очень взвешенные, и все решения долго обсуждаются. Поэтому то, что делается здесь, можно быть уверенным в том, что это не просто там с бухты-барахты принятое решение, что это действительно какое-то взвешенное, там, научно обоснованное и экономически обоснованное решение. Естественно, Амстердаму невыгодно было, чтобы люди там лежали на улицах, кололись, чтобы на улицах шла какая-то бурная вот эта вот вся нарко-жизнь. Вот. Амстердаму выгодно, чтобы сюда приезжали туристы, чтобы сюда приезжали бизнесмены, чтобы люди чувствовали себя безопасно, чтобы они чувствовали себя спокойно, чтобы они вкладывали в город деньги. Для этого, конечно, лучше иметь чистые такие вот красивенькие улочки, чем какие-то, странные там трущобы. Мы поинтересовались у Ани по поводу участия местных потребителей наркотиков в мониторинге качества предоставляемых услуг. Я не знаю, на моем опыте здесь никакого мониторинга не происходит. То есть здесь никто не ходит, не борется, по крайней мере, из того, что я видела. Очень сложно ходить там и бороться за свои права. То есть, вообще отношения между между людьми, предоставляющими сервис, и клиентами совершенно другие. То есть то, к чему привыкла я в Москве, какие у нас отношения с нашими клиентами, скажем так, абсолютно беспороговые, какие-то дружеские отношения. Здесь, конечно, все это... Но здесь это обычная услуга, как ты приходишь получать какую-то услугу здравоохранения, понимаешь, там в поликлинику, я не знаю, к врачу. Здесь то же самое. И, соответственно, отношения такие же. То есть нет, в любом случае происходит, конечно, какой-то фидбэк, какое-то улучшение сервиса, но в целом уже нет такого накала борьбы, там, страстей и борьбы за права человека, вот этого всего активизма, там, то, от чего мы все премся. Но уже здесь как-то с этим поутихло немножко. На первый взгляд может показаться, что голландская модель снижения вреда работает идеально, и менять в ней уже нечего и незачем. Однако эволюция наркополитики этой страны продолжается, и это, на наш взгляд, позволит в будущем использовать новые варианты лечения зависимости не только в Нидерландах, но и во всем мире. Например, с применением ибогоина, МДМА или айауаски. В Голландии вообще достаточно доступны разные модальности лечения наркозависимости. Ты, в принципе, можешь в реабилитационный центр по страховке уехать и получать там какую-то помощь психиатра, и метадоновую программу, естественно, можешь пойти, если у тебя есть страховка, там вот эти все дела. Вот.
Ну, а аюхуаска – это немножко другая тема. То есть здесь есть определенная церковь, которая уже достаточно много лет назад получила разрешение употреблять аюхуаску в ходе, ну, как бы, ритуальной церемонии, своей церковной, религиозной церемонии. Вот, и они это сделали через суд, и теперь действительно там, если ты принадлежишь как бы этой религии, я так понимаю, что это некое, там, скажем, отклонение католицизма, которое использует аюхуаску именно в ходе вот своей сакральной церемонии. Вот, и они получили разрешение на как бы легальное использование аюхуаски. Но кроме того, здесь очень много, здесь вообще вот, ну, как бы развита вся эта тема с использованием психоделиков для психотерапии. К сожалению, это нелегально еще нигде в мире, но, по крайней мере, проводятся научные исследования в этом направлении, и понятно, что там проводятся научные конференции, ну, как бы очень много различных дебатов на эту тему. Понятно, что это, в принципе, очень перспективное направление психотерапии в целом, и в частности лечение наркозависимости. То есть есть уже много научных исследований, которые подтверждают, что использование психоделиков для лечения наркозависимости очень эффективно. Вот. Ну и я надеюсь, что это в будущем будет развиваться и здесь, и что психотерапия при помощи психоделиков, МДМА будет в том числе в Голландии, ну, как-то продвигаться и дальше. То есть я надеюсь, что в целом как бы наука и практика будет двигаться в этом направлении. Ну и поскольку здесь, в Голландии и в Европе, ну, как бы есть, скажем так, ну, больше поддержки для различных подходов развития науки, я надеюсь, что здесь это тоже будет развиваться. В этом мире нет ничего случайного. Не случайна и наша встреча с Максимом, парнем из Питера, с которым мы познакомились в одном из центров здоровья Амстердама. Слово за слово, и вот мы, прячась от дождя в полутьме небольшого кафе, уже слушаем историю его жизни. Когда я попал в австрийскую больницу после наших больниц, которых я видел за предыдущих 1,5 года очень много, к тебе относятся как к нормальному человеку. Если бы наши врачи хотя бы, не знаю, 1/10 от этого могли бы сделать, это уже было бы хорошо. Но то, что увидел и услышал я там, это было очень круто. Австрийские врачи буквально поставили Максима на ноги. Вылечили вены, назначили антиретровирусную и заместительную терапию, причем не метадоном, а его левовращающим изомером, так называемым L-паламидоном. Я пробовал на этой программе, на L-паламидоновой, наверное, месяцев 6. И дальше меня перевели на субститоловую программу. С утра встаешь, в ближайшую аптеку приходишь, и тебе выдают на день твои таблетки, чтобы все-таки черный рынок сильно не развивался. Но это не во всех аптеках. В некоторых аптеках выдают и на неделю, и на 2 недели. И у них абсолютно нету героина, потому что нету смысла покупать героин, если ты можешь за 10 евро купить чистейшего морфина. Люди, наркопотребители, которые там намного взрослее, то есть если у нас 35 уже ты, ну, грубо говоря, все подходишь к краю своей жизни, да, к 40, то там люди живут намного дольше, чем в России. В Амстердам я приехал на Новый год, это было год и 9 месяцев назад. Я приехал с пачкой бумаг для центра по наркотикам, грубо говоря, и я приехал с пачкой бумаг для ВИЧ-центра, грубо говоря, да. Я думал, меня сразу же переведут на героиновую программу, никаких проблем не было, потому что я еще в Австрии был на бензодиазепинах, мне выдавали бензодиазепины, довольно-таки много. Но, к сожалению, меня не поставили на героиновую программу, потому что у них является правило, если ты приходишь в этот центр, ты должен 3 месяца ходить, во-первых, каждый день, принимать метадон. Каждую неделю они делают тесты для того, чтобы знать, что ты употребляешь, как ты живешь. Если они
как бы видят, что ты употребляешь героин все равно, то они тебя переводят на героиновую программу. Но это в случае, если ты голландец и живешь в Амстердаме уже как минимум 3 года. Я не живу 3 года, соответственно, я не мог попасть на эту программу. Я прихожу в специальный медицинский центр, там же, где героиновая программа, собственно. Раз в неделю мне на неделю выдают метадон, чтобы я там не болтался каждый день. У меня есть контактное лицо, также есть психиатр, к которому я хожу каждую неделю. Это мне помогает, это как анонимные наркоманы, да, только один на один, грубо говоря. Я долго думал почему здесь вот так, а у нас совсем непонятно что. И первое, что нужно, это даже не деньги, нужно отношения друг к другу поменять. Немножко доброты нужно, доброты и понимания. И услышать друг друга. Вот и все. Еще одна важная деталь про снижение вреда в Амстердаме. Как вы знаете, здесь большое количество кофешопов и смарт-шопов, магазинов, где торгуют марихуаной и другими психоактивными веществами. И помимо всего прочего, там продаются тесты на наркотики, антидоты, позволяющие снять интоксикацию в случае передозировки разными веществами, и даже пудра, специальный разбавитель для кокаина, чтобы дилеры могли использовать безопасное для здоровья вещество для того, чтобы разбавлять наркотики. А сейчас мы приехали на станцию Waterloo Plain, это станция метро Площадь Waterloo. И я вам хочу рассказать про магазин Second Hand, который торгует вещами весом. Но на самом деле здесь, как все в Нидерландах, заслуживает пристального внимания. И на самом деле это не только магазин, но еще и место для свободного тестирования на ВИЧ. Вот так вот AHF Foundation может предоставить вам услуги тестирования в тот момент, когда вы прогуливаетесь и покупаете себе новый гардероб, всего лишь поднявшись на 2-й этаж. Давайте же поднимемся и пройдем тест. Здравствуйте. Hello. Hi. My name is Alexey. I wanna have a test. Yeah, sure. Да, можно пройти тест, экспресс-тест. Сейчас небольшая анкета для того, чтобы без имени сотрудница говорит, что это будет анонимно. Несмотря на то, что я знаю свой статус, мы, безусловно, воспользуемся этой возможностью показать людям, как это работает, чтобы те, кто увидит это видео или услышит информацию, могли прийти сюда и вот сделать тест здесь и узнать свой статус. Через 2 месяца приблизительно в моей крови уже достаточно антител, чтобы они были выявлены вот этим экспресс-тестом. В этом случае, в моем случае, мы видим 2 точки синие. So we can see that in your blood are HIV antibodies. Это означает, что в моей крови найдены антитела к ВИЧ. В моем случае, так как я уже знаю свой статус и получаю лечение, и мы убедились по анкете, но если бы я был первичным клиентом и был бы выявлен ВИЧ-статус, то сотрудница бы убедилась, что у меня есть доступ к правильному сопровождению и уходу. Очень важно понимать, что если тест позитивный, это означает, что мы вас просто так не отпустим, а убедимся в том, что помочь вам в будущем. Я спросил о том, что в случае аварийной ситуации, что мне делать, если вдруг произошел какой-то риск заражения, и мне нужно получить профилактику. И получил ответ, что здесь есть один госпиталь, который может быть, но не факт, смог бы мне помочь, но сотрудница сказала, что 4 года уже работает здесь, и таких случаев не было. И, кстати, в Амстердаме, не только в Амстердаме, но и в Голландии, это единственное место, где можно пройти свободное тестирование. Этот пункт тестирования поддерживается AIDS Healthcare Foundation, AHF. Найти их очень просто. Они расположены буквально через дом от музея Рембрандта по улице Яденбреестрат, 158, между станциями метро Ватерлоо и Ньюмаркт, прямо над магазином секонд-хенда Киллшоп.
Более подробную информацию о них можно найти на сайте организации. Подобный стационарный пункт тестирования на ВИЧ в Амстердаме один. Однако вы можете оставить заявку на сайте и заказать выезд мобильной амбулатории для проведения тестирования на каком-либо мероприятии. Для этого нужно лишь заполнить заявку. Социальный приют «Амок» – одно из 3 мест в Амстердаме, где расположены комнаты безопасного приема наркотиков. «Амок» входит в состав The Rainbow Group. На сайте этой организации рядом с их миссией и целью есть небольшой раздел, который озаглавлен «Наша мечта». Мы мечтаем о городе, в котором есть место для каждого, где бедные и богатые живут и работают вместе, где, помогая друг другу, люди становятся сильнее и способны жертвовать собой ради развития общества. Мы мечтаем о городе, где никто и никогда не чувствует себя опустошенным. Ну вот вы видите гостиницу «Амстел», «Амстел-Хотель», один из самых дорогих и престижных отелей. А напротив него, через канал, находится центр «Амок», куда мы сейчас пойдем. Мы сегодня пришли специально пораньше, пока нет клиентов, потому что в нормальные дни там очень много людей, и, конечно, снимать там не получится. Нас уже ждут, и мы сейчас пойдем внутрь. Всего в Амстердаме 24 подобных центра. В 3 из них есть комнаты для приема наркотиков, другие работают как дневные дроп-ин-центры, столовые, приюты для бездомных и так далее. Основная часть расходов на содержание этих центров покрывается за счет городского бюджета. Мы точно не знаем, сколько подобных центров по всей Голландии, но нам рассказывали, что их сотни. Одних только комнат для приема наркотиков 32. Центр «Амок», в который мы пришли, работает 7 дней в неделю. Режим работы по выходным дням немного отличается от будней. Небольшую воскресную экскурсию для нас провел координатор комнат безопасного приема наркотиков центра «Амок» Седрик Шарвет. Вот видите, какая история. В субботу и воскресенье здесь гораздо больше клиентов. Если в нормальные дни комната для инъекций на 2-м этаже, то в выходные, так как народу много, а здесь на 1-м этаже также душевая, туалет, кухня, ТВ, а сотрудников всего 2, им удобнее таким образом оставлять 1-й этаж, чтобы и сделать здесь возможным переносится комната для употребления со 2-го на 1-ю, чтобы здесь было удобнее работать. Ну и да, и приходится очень много объяснять людям, которые просто приходят с улицы, которые не первый раз в данной программе, им нужно пройти предварительную беседу с социальным работником, понять, кто они, что они, какие их потребности. И, соответственно, Седрик не может постоянно находиться и с клиентами, и бегать, встречать гостей, объяснять им, что это такое, и перенаправлять. Поэтому здесь на 1-м этаже в выходные удобнее работать. Пока Седрик нас угощает кофе, он также рассказал интересную вещь. Вот в комнате есть компьютеры с интернетом, с возможностью бесплатного доступа для клиентов и, конечно, телевизор. И очень многие клиенты любят смотреть спорт, такие программы, как футбольные матчи, заезды Формулы-1. И по выходным расписание работы комнаты для инъекций иногда приходится менять, чтобы не прерывать посреди матча людей и не выгонять их на улицу. Это настолько трогательно. А вот эта чудесная стена – это расписание услуг, которые есть в этом центре. Например, вот в понедельник кофе, душ, время обеда, визиты к доктору в 14:00. Можно поменять одежду. Уроки английского и немецкого языка по вторникам. Заметьте, что помощь в подготовке резюме и подаче заявлений на поиск работы уделяется большое время. То есть 3 дня в течение недели, среда, четверг, пятница. И это очень важный момент работы данного центра. Для того, чтобы весь медицинский сервис стал доступен, нужно иметь медицинскую страховку. А для этого как раз-таки и помогают сотрудники центра трудоустроиться. Сотрудники центра пытаются привлечь и привлекают клиентов к тому, чтобы они помогали команде на кухне, со стиркой вещей, по уборке территории, для того, чтобы клиенты не чувствовали себя просто как пришли и получили какой-то сервис, а чтобы они чувствовали себя частью этой жизни и частью этой программы. То есть основная идея, что это их дом. И если клиент приходит и говорит, что душ грязный, Седрик может сказать, ты можешь помыть его, ничто тебя не ограничивает. И они чувствуют себя как дома. Очень интересная дискуссия, что, например, центр ХХД, это муниципальный центр здоровья, не предоставляет, метадон для граждан России. Это происходит потому, что договор между европейскими странами подразумевает, что если есть какая-то экстренная помощь в одной стране и есть для этого бюджет,
то они могут делиться финансовыми возможностями между странами Союза для того, чтобы оказывать эту экстренную помощь внутри этих стран для граждан Евросоюза. Ну и мы, конечно же, покажем, как можно использовать комнату для инъекций по назначению. Вот есть шприцы, клиент может прийти, взять нужный ему шприц, взять салфетки, сесть за столик, достать то, что он принес с собой. Каждый клиент имеет свою персональную ложечку. Я достаю свою ложечку, у меня есть вода, шприцы, ну и, собственно говоря, готовлю и употребляю. И, конечно же, используя шприцы, выкидываем данную коробочку. Центр не ограничивает клиентов в количестве выдаваемых шприцов и игл, потому что они четко понимают, что каждая игла, выданная центром на вынос, здесь это акт профилактики. Поэтому клиенты могут брать столько шприцов, сколько могут унести. Но исследуем традиции данного дома, мы помоем за собой посуду. That's it. В наших странах мы часто адвокатируем за программы снижения вреда, используя аргументацию финансовую, используя аргументацию полезности для общества, полезности с точки зрения остановки эпидемии. Но здесь есть очень важная деталь. Среди людей, употребляющих наркотики, есть люди, которым просто нравится такой образ жизни. И оставлять их без помощи, оставлять их без сервисов просто потому, что они не хотят менять свой образ жизни, это бесчеловечно. Нам нужно всегда помнить об этом, что помощь людям – это просто помощь людям, а не какая-нибудь там экономически выгодная интервенция. Эпидемия ВИЧ-инфекции и туберкулеза урбанизирована. И от того, насколько хорошо организованы программы в ответ на эпидемии в городах, часто зависит и успех борьбы с эпидемией в целом, в масштабе страны или даже региона. Власти Амстердама на протяжении многих лет, целенаправленно выделяя средства из городского бюджета на поддержание эффективной работы разнообразных сервисов и профилактических программ, видимо, хорошо понимают, что контролируя эпидемию в городе, где проживает треть всех ВИЧ-позитивных граждан Голландии, ты контролируешь эпидемию во всей стране.